Палестину продали. Этот вопрос может показаться провокацией или кликбейтом. И все же, анализ происходящего неумолимо подталкивает именно к такому тревожному выводу. Если в отношении Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта и Иордании особых иллюзий не было, то позиция Катара до последнего момента оставляла пространство для сомнений. В последние дни всколыхнул в сети скандал, так называемый «Катаргейт». Оказалось, что под этим названием скрываются как минимум две разные, но одинаково скандальные истории, связанные с Катаром и его отношениями с Израилем. Одна о возможном шпионаже и подкупе в самых верхах израильской власти. Другая о шокирующем военном сотрудничестве посреди кровопролитного конфликта. Как все это связано? И что это говорит нам о реальной политике на Ближнем Востоке? Давайте разбираться. Важная оговорка. Все, что вы услышите, это личная попытка анализа, основанная на информации из открытых источников. Это не истина в последней инстанции, а скорее приглашение к размышлению над крайне запутанными событиями и не попытка посеять смуту среди людей. Итак, начнем с первой истории, которую чаще всего и называют Катаргейтом в Израиле. Представьте, страна ведет войну, общество расколото, и вдруг служба внутренней безопасности Шабак, Шинбет, начинает расследование в отношении ближайших помощников премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В чем их подозревают? В получении денег и, возможно, передаче информации Катару. Обвинения серьезные: отмывание денег, злоупотребление доверием, контакт с иностранным агентом. Зачем Катару это было нужно? Версии звучат разные. Улучшить свой имидж, получить доступ к секретным документам израильского правительства. А возможно, и нечто более коварное, одно из наиболее взрывоопасных обвинений, прозвучавших в некоторых арабских источниках, утверждает, что деньги могли идти на целенаправленную дискредитацию роли Египта как посредника в Газе, чтобы усилить позиции самого Катара. Важно! Катар официально и категорически отверг все обвинения во взяточничестве и влиянии, назвав их ложными. И вот пока разгорался этот шпионско-коррупционный скандал, всплыла другая, не менее шокирующая новость. Стало известно, об этом писал, например, Нузуик, что Катар вместе с ОАЭ участвовал в крупных международных военно-воздушных учениях и Неохос в Греции. И знаете, кто еще был среди участников? Израиль. Да-да, те самые израильские ВВС, которые в это же самое время наносили удары по Газе. Подумайте о контрасте. Катар выступает ключевым посредником в переговорах между Израилем и Хамас. Катарский канал Аль-Джазира транслирует на весь мир кадры из Газы, вызывая сочувствие к палестинцам и критикуя Израиль. И одновременно катарские ВВС проводят боевые тренировки бок о бок с израильскими пилотами. Это произошло в тот самый момент, когда некоторые западные страны под давлением общественности приостанавливали поставки оружия Израилю. Но надо отдать должное Катару в освещении палестинского вопроса. Катарский канал Аль-Джазира является одним из немногих, если не единственным, крупным арабским СМИ с мировым охватом, которое последовательно и подробно освещает палестинскую проблематику с точки зрения, сочувствующей палестинцам. Аналогов такого масштаба в других странах региона фактически нет. Два скандала, две стороны одной медали. Или это просто отражение невероятно сложной и циничной игры, которая ведется на Ближнем Востоке? Чтобы попытаться ответить, нам нужно глубже взглянуть на уникальную роль Катара и контекст этих событий. Давайте подробнее разберем обе сюжетные линии. Скандал с помощниками Нетаньяху, Катаргейт-1, расследование Шабак – это серьезный удар по Нетаньяху, чьи позиции и так ослаблены после 7 октября. Подозрения касаются его ближайшего окружения. Если факты подтвердятся, речь может идти даже об измене. Неудивительно, что появились слухи о желании Нетаньяху уволить главу Шабак Ронена Бара. Сам факт такого расследования, независимо от его исхода, уже используется во внутриполитической борьбе в Израиле. Вопрос о том, действовали ли помощники самостоятельно или с ведома руководства, остается открытым. И, повторюсь, Катар все обвинение отрицает. Военные учения, Катаргейт-2, участие Катара в маневрах и Неохос вызвало бурю критики, особенно в арабском мире. Во-первых,
Вопиющее противоречие. Это выглядело как полная противоположность публичной риторике Дохи и ее роли посредника. Как можно вести переговоры о прекращении огня и одновременно тренироваться с теми, кто ведет боевые действия? Во-вторых, это сигнал Израилю. Критики увидели в этом сигнал Нетаньяху, мол, делай, что хочешь в Газе, наши стратегические отношения или как минимум военное сотрудничество не пострадают. Это назвали бесплатной нормализацией в самый неподходящий момент. В-третьих, сравнение с ОАЭ. Если участие ОАЭ было ожидаемым в рамках их курса на нормализацию, то шаг Катара, позиционирующего себя иначе, вызвал больше всего вопросов. Так почему Катар ведет себя так противоречиво? Здесь нет простых ответов. Возможно, Катар пытается играть на всех досках одновременно, чтобы сохранить свое влияние и статус незаменимого игрока в регионе. Было ли это циничной сделкой для поддержания раскола палестинцев или единственным способом предотвратить гуманитарный коллапс? Вероятно, и то, и другое. Легко обвинять в лицемерии, но реальная политика часто состоит из таких вот парадоксов. Катар пытается балансировать между своей ролью защитника палестинских интересов и посредника, принимаемого Западом и Израилем, и регионального игрока со своими амбициями и связями. Но можно ли усидеть на всех этих стульях одновременно, особенно во время такой трагедии, как война в Газе? Что эти истории говорят нам в целом? Во-первых, о сложности реальной политики. Они показывают, насколько далека реальная политика от черно-белой картины мира. Интересы, союзы и вражда на Ближнем Востоке переплетены невероятно сложным образом. Во-вторых, о проблеме арабского единства. Скандалы обнажают глубокие противоречия и недоверие между арабскими странами. Это объясняет, почему арабский мир часто оказывается не способен выработать единую и эффективную позицию даже по такому ключевому вопросу, как Палестина. В-третьих, о цинизме и прагматизме. Действия всех часто продиктованы прагматичным расчетом и собственными интересами, даже если это противоречит их публичной риторике. И в-четвертых, о трагедии палестинцев. В конечном итоге, на фоне всех этих геополитических игр, скандалов и двойных стандартов, продолжают страдать обычные люди в Газе, чья судьба становится разменной монетой в чужих руках. Пусть Всевышний дарует мир и спокойствие этому многострадальному региону. Пусть прекратятся страдания невинных людей, особенно детей и стариков, где бы они ни находились. Пусть восторжествуют правда, сострадание и справедливость. И пусть лидеры всех стран обретут мудрость, чтобы найти пути к долгосрочному и справедливому миру. Берегите себя и своих близких.